Всем доброго дня! Сегодня предлагаю приготовить фруктовый пирог открытого типа под названием коблер. Этот пирог очень прост в приготовлении, готовится очень быстро, буквально пока разогревается духовка. Очень вкусный, фруктовый и ароматный. Все ингредиенты для этого пирога вы сейчас видите на экране, они всегда есть в описании под видео, и давайте готовить. В принципе, коблер можно приготовить с любыми фруктами, но я буду использовать сегодня персики. Возьму 8 штук, и их нужно почистить и порезать на небольшие кусочки. Чистятся они очень просто, если персик спелый. Я не буду вас утомлять нарезанием и чисткой. Я свои персики почистила и порезала вот на такие дольки. Ну и для начала приготовим фруктовую начинку. У нас есть все персики, сюда добавляем 170 грамм сахара, четверть чайной ложки корицы и немного лимонного сока. Количество лимонного сока здесь у меня 1 чайная ложка. Если у вас фрукты суховаты, можно добавить сок всей половинки лимона. Сюда же я добавляю также 2 чайные ложки с небольшой горкой крахмала и перемешиваю. Крахмал здесь у меня самый обычный, картофельный. Можно взять в принципе и кукурузный. Все это быстренько перемешиваем лопаткой просто до увлажнения крахмала и сахара и отставляем начинку в сторону. Будем теперь делать тесто. Для теста нам понадобится 150 грамм муки, сюда же я всыпаю 170 грамм сахара, 1 чайную ложку разрыхлителя без горки, половину чайной ложки соли и нужно будет натереть, здесь у меня 90 грамм холодного сливочного масла, натираю на крупной терке. Если нужно, масло можно макнуть в муку и продолжаем натирать, масло должно быть холодное. Все это перетираем, крошка такая получается небольшая. И все просто перемешиваем рукой. Но это еще не все наши ингредиенты. Я уже поставила чайник, нам понадобится четверть стакана горячей воды. Сейчас чайник у меня уже скоро закипит. И вливаем всю эту горячую воду прямо сюда, в общую смесь. Вода очень горячая. И будьте аккуратны, чтобы не обжечь пальцы, аккуратненько подмешиваем тесто в эту горячую воду, она достаточно быстро остывает и тесто замешивается очень хорошо. Оно получается мягкое и на ощущение похоже на заварное тесто. Оно и так в принципе заварное, хотя несмотря на это там еще есть кусочки масла и они не все растаяли в процессе смешивания с горячей водой. То есть получается такое нечто между песочным тестом и заварным тестом. Теперь в отдельную чашечку мы положим 3 чайные ложки сахара и 1 чайную ложку корицы и будем использовать эту смесь для украшения верха пирога. Ну и все. На данный момент моя духовка уже разогрета, 425 градусов по Фаренгейту или 220 градусов по Цельсию. Я выкладываю персики в заранее подготовленную форму, которую я смазала сливочным маслом. Форма большая, прямоугольная. Выравниваем все персики и выкладываем наше тесто небольшими кусочками, примерно 1 чайная ложка здесь у меня. И распределяем тесто по поверхности так, как вам нравится. Здесь можно проявить свою фантазию, выложить либо рисунком, либо просто как я делаю, в шахматном порядке. Раскладываем тесто более-менее равномерно, так чтобы каждому при нарезании потом коблера попался кусочек теста, бисквита. Сверху все это присыпаем сахаром и смешанным сахаром с корицей, который мы подготовили заранее. И отправляем пирог выпекаться в заранее разогретую духовку на 30 минут. Этот фруктовый пирог получается особенно вкусным, очень ароматный, очень приятный, очень вкусный, действительно настоящий десерт. Это не просто пирог, это действительно очень вкусный десерт. Посмотрите, какие горячие персики, они покрыты карамелью, они покрыты сахаром. И очень теплый коблер хорошо подавать с холодным либо мороженым, либо со сливками. Очень вкусно, очень ароматно, фруктово, мягко и особенно подходит для любителей тех, кто любит больше начинки и очень мало теста. Ну и еще интересный факт, это, пожалуй, один из немногих рецептов, который готовится совершенно без яиц. А конкретно я люблю этот рецепт именно за его простоту и невероятный аромат, а также за то, что можно использовать разные фрукты по сезону. Очень удобно и вкусно. Если вам понравился этот рецепт, дайте мне знать в комментариях, и также на все вопросы я тоже отвечаю в комментариях.